Всем привет! Мы находимся в Вене, и у нас сегодня очередной аквариумный магазин, который сделаем мы обзорчик. Я просто хочу начать с улицы, показать, как локацию какая. Тут детская площадка. И вот в таком прекрасном месте находится магазин. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Вот информация об этом магазине. Я уже здесь был когда-то. Это был мой первый магазин, когда я приехал в Австрию. Тогда я еще не снимал видео. И первое впечатление было, я когда понял, что тут аквариумистики много внимания уделяется. Вот решил вернуться и снять для вас обзор. И вот нас встречает сразу большое количество аквариумов. Здесь при входе. Тут вот корма. Тоже вот эта фирма представлена здесь. Сейчас она популярная здесь в Австрии, я не знаю, как в других странах. Вот фирма тоже ОАС, тоже, если я правильно говорю. Тут всякие корма, спецсредства для аквариумов, креветочников. Вот тут удобрения для растений. Светильнички для наноаквариумов акваэлевские. Вот оксидатор, который обеспечивает воду кислородом в случае отсутствия электроэнергии. Тут сойлы. Тоже вот не пользовался я никогда сойлы фирмы ОАЗа. Тут Деннерли, сойл Деннерли, 8 литров. Вот такая цена, 45 евро. Так, тут тоже вот всякие корма. Тропика. Хороший тут ассортимент по тропике. И тоже грунта. Ну тут это, видимо, кварц. Ага, это Монада Занзибар. Серый, белый. Надеюсь, здесь будет нормально слышно. Тут шумов нету. Купил же я себе микрофон, пробовал установить. В общем, как всегда оказалось, хотел подешевле. Получилось как всегда. К одному телефону он вообще не коннектится, к другому коннектится, но вообще ничего не записывает, никакой звук. В общем, ужасный какой-то. Надо что-то искать другое. Так, давайте, наверное, пойдем к аквариумам. Собственно, то, что нас больше всего интересует, да? И посмотрим. Тут нанокубики еще покажу вам. Фирмы Деннерли и Fluval. Этот, кстати, прикольно. Он, видите, с
выпуклым таким стеклом. Также баллоны CO2. Так, ну пойдемте, чтобы не затягивать к аквариумам, потому что тут магазин большой, есть на что посмотреть. Давайте, чтобы не возвращаться сюда к этому стеллажу, тут вот еще большая стойка с всевозможной химией для аквариумов и кормами. Тут и бактерии. И удобрения. Вот. Фосфаты, нитраты, поднимать калий, железо. И вот тут всякие для самов корма, для сетровых. Я помню, у меня такой корм был. У меня рыбы были, я же не помню, там, по-моему, чернополосая цихозлома тогда была, северум, и, короче, цихлиды крупные такие. Они так на этом корме росли. Многие у меня спрашивали, чем ты кормишь их, что они такие большие у тебя. О, вот классная штука, Purigen, которая делает воду кристально чистой. Ее добавляю в фильтр, помещаешь. Вот тут есть пакетик. 100 миллилитров, 15,50 стоит. Я его использовал в морском аквариуме. Ну, круто, действительно, вода становилась как слеза. И он вообще белый, вот такой вот, такого белого цвета. И потом он со временем становится вообще коричневый, такой, вплоть до черного цвета. Это он втягивает в себя как абсорбент. Вот, и потом его помещаешь в хлорку, он восстанавливается. Вымачиваешь, промываешь хорошенько в воде. И можешь дальше использовать по второму кругу, ну и так далее. Так, ну и вот мы добрались до, собственно, аквариумов. Сейчас я вам покажу обзорно так. И это еще не один зал, там еще дальше есть. Много всяких рыбок. Вот по центру тут аквариумы с растениями. Тогда, когда я первый раз тут был, у меня, собственно, аквариума не было здесь, в Австрии. Ну, макропод тут. Их тут много. Интересно. Сразу повыплывали. Вот еще. Привет, дружок. Так, тут вот такой видовой красивый аквариум. Таким полукругом сделан. С радужницами. Вот какой-то тут кривенький. Видимо, долгожитель. Доживает уже свои деньки тут. Но оформлен прикольно. Огромный хинодорус по центру. Криптокарины. А сзади огромная гора из лавы. Но я так предполагаю, что это склеенный из кусочков. А может и нет. Ну, просто огромная эта гора, на которой нарощены вот на одной анубиасы, а то все обросшее мхами. Грунт здесь, я смотрю, обычный Деннерли кварц черный. О, вот над ним еще классный аквариум. Большой. А по набору рыбы даже не подскажу, кто это такие. Знатоки напишут в комментариях.
Очень красивые. Вот этот аквариум я тогда все-таки снимал. Если вот полистаете на канале, есть там, называется, по-моему, аквариум в зоомагазине, как-то так. Ну, он тогда был лучше выглядел. Так, ну так я никак и не перейду, да, к аквариумам. Перескакиваю с одного на другое. Так, радужницы. Тут интересные рыбки. Вот их ценничек и название. Интересно, посмотрите. Разбора клинопятнистая, 2,90 стоит. С гурами золотой, 7,90. О, разборы СПИ, мои друзья, 3,90 стоят. Я так понимаю, это лялиусы. Да, верхние этажи, конечно, плохо видно. Меченосцы 5,90. Буду останавливаться так, чтобы вы могли ценник посмотреть и название. Тоже лялиусы. Тут уже что-то, парочка уже какое-то, как гнездо у них тут. Даже не знаю, кто это такие. Но интересные. Цвет очень красивый. Боция какая-то 16,90. Так, внизу я там не вижу никого, не буду выпускаться. О, красивые какие боции. Вот 8,90 стоят. Нет, не это, а вот те подальше вон. В такую тоненькую полосочку. Сверху это такая вот над камнем пол, вот. И вот выплывает. Очень красивая раскраска. Так, тут у нас вот такие рыбки. Очень держатся в стайке. Я так понимаю, что это такое для нано-аквариумов.
маленькая. Вот еще наши знакомые. Это у нас карликовые тетродончики. И вот видите, у них тут дафния живая плавает. А, вон под стенкой сколько дафний. Цена 6,90. Смотрю, что были 5,90. Видимо, чуть подросли, надо поднять цену. Так. Переходим на эту сторону. Наверное, будем так по этажам проходиться, чтобы сильно не вилять камерой. Я так понимаю, что это все разные радужницы, разновидности. Барбус мутант 3,50. Пиццелия прикольная. Гупачки какие-то. А, какие-то тоже. Гуппи японская голубая. Так, посмотрим, как тут выглядят. Ну, видите, тут больше похоже тоже как... Ну, тоже вот такие-то опять не такие. Вот тут больше, конечно, на моих тех, что первоначальных. То есть у них вот тело серое, не золотистое, как те, что со Словакии я взял. Но у них нету, я не вижу вот этих мечей красных. Тоже какая-то вариация. Барбусы суматранские, я так понимаю. 2,90. Еще пиццилии. Ну, вот эти мне нравятся, прикольные. С черными шапочками. 5,90. Малинезия оранжевая 4,90. У меня что-то уже рука затекла. Меченосцы. Неоновые называются. Ну, как по мне, как это у нас они там бывали, назывались. Ой, как они. Персиковые, не персиковые, зеленые, не зеленые. Что-то такое. 5,90. Пиццилия неоновая Микки Маус. Ну, я ее, конечно, не так представлял неоновую, больше в синем цвете. Ну, это прикольная тоже, интересная. Пиццилия красная. А, вот зеленые меченосцы. Тоже красная пиццилия. А вот какие-то вообще меченосцы интересные. Сигнум. Вообще белые, бесцветные. А вот Формоза. Кстати, эти белые меченосцы, они и стоят нормально, 9,90. Это что-то из редкого, видимо. Формоза считается самая маленькая рыбка в мире. Читал я такое, или из живородящих самая маленькая в мире, ну что такое. Была когда-то она у меня. Ну такая, конечно, внешне она невзрачная, самцы вообще малепусенькие. Вот, под стеночкой самец. Самочки покрупнее. Лимия
Тоже живородящая рыбка, но такие какие-то они не в очень хорошем состоянии. Пицилия чика. Гуппи эндлера. Еще вот такие. Так, барбусы суматранские, альбиносы, 2,90. Так, что это у нас за рыбки? Да, данио какие-то. Тут не вижу никого. Гора Руфа написано, но не вижу. Вот это они здесь, вот по стеночке Гора Руфа. Какая-то малышня. Брахиданио рерио. Иринохелисы, это вот эти желтые присоски, чистильщики. 3,90 стоят. Что-то шаганулись. А вот тут данио леопардовые прикольные. 5,90 стоят. Возможно, это даже не просто леопардовые, что-то. Ну да, наверное, леопардовые. Пятиполосый барбус. Вишневый барбус 2,90 стоит. Тут эндлера тоже 4,90. Вот кобры леопардовые, эндлер красивый, 8,90 пара. О, какой шикарный куст анубиаса плавает. 4,50, гуппи, эндлеры. Но опять я повторюсь, как бы тут эндлеры в Австрии очень-очень популярные. И вот когда гуппи, это в основном эндлеры. Не знаю почему, но вот так. Лягушка. Так, ну по нижним этажам, думаю, ну вот покажу. Боцы, или это не боцы, не, это барбусы какие-то. Какие-то барбусы. Сейчас мы посмотрим. Так называется, 5,50 стоит. Кардинальчики.
Дани Орерио. Евро 50. Классная рыбка. Вот тоже леопардовые данники. 2,50 стоят. Так, ну вот еще посмотрим на растения. В основном, конечно, длинностебелечка представлена. Всевозможные людвиги, альтернантеры, перистолистник, Валеснерия гигантская, Эхинодорус какой-то здоровый. О, а тут тоже тетрадон какой-то. Это зеленый, наверное, да? И хвост у него что-то. Или кто-то отгрыз. Это же всякие эхинодорусы. Тут анубиасы. Сверху посмотрим. Надеюсь, конечно, будет меня слышно, потому что когда вот на этих, на ярмарках, там шум такой, ну надо микрофон. Если кто-то из зрителей есть специалисты в этом деле, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, чтобы опять не сделать дурную покупку. Ну, не супер там прямо уже дорогое, ну что-то такое, средний какой-то вариант. Что лучше взять? Отдельно должен быть микрофон, или можно взять вот наушники, которые с микрофоном, или это будет не то качество. Тут, наверное, больше будут слышны компрессоры. А, тут тоже вот тетрадончик живет. Такие крупные. Так, ну и пойдемте еще дальше. Тут вот еще много аквариумов. Апистограммы. Рамирези Блэк. Наностомусы. Интересные рыбки. Так вот это, ну, постановка тела интересная. Тоже необычные рыбки. Вот так они называются. Апистограммы, рамирези. 10,90 стоит. Рамирези Блю.
11,90. Это цинклюсы. Кстати, тут вот, ну, в сравнении с другими ценами, как бы не сильно дорогие это цинклюсы. Отличные помощники в аквариуме. Сейчас чуть-чуть забегу наперед, вам скажу, что тут очень дальше сейчас мы пойдем. По крайней мере, было так. Много очень разных видов коридоросов, самов. Рамирези Голд 13,90. Не, хорошо, пришел, грубо говоря, к открытию магазина. Еще никому я тут не мешаю. Посетителей нету. Так. Вот тут еще много аквариумов. Стойки. Ну, сразу мне попался на глаза, сразу покажу вам. Еще красавчик Тетрадон. Еще один за корягой. Но они реально крупные. Вот. Тут их очень много, реально. Но они такие с ладошку. Ну и аквариум, чтобы вы понимали, такой, ну, 3 метра, наверное, в длину точно. Так, ладно, уже зашел я сюда. Покажу эти аквариумы. Ну тут в основном, я так понимаю, цихлиды. Все в хорошем размере. Ну, правда, вот есть и неончики. Даже без них 2,90 цена. А, 2,20. Тоже неоны. Когда, конечно, их много. А вот видите, если 10 штук берешь по €1,90. Скидка. Вот смотрите, такая небольшая коряшка есть. И горы разных камней для скейпов. Лава коричневая. И это черный кварц. Драконий камень. Это, по-моему, как-то камень Кения называется. Так, скалярки. 12,90 стоит. Неплохой размерчик. Вот эти друзья, не знаю, кто такие. Но рыба интересная.
владельцу сказал, что мне надо минут 20 максимум. Уже 35 снимаю. Опять будет затяжной ролик. А тут просто эти не заканчиваются. Там еще комната идет. Лестницы, стремяночки. Так, вот это то, что я вам говорил. Тут разные корики. Но тут панды. В принципе, это... Но тоже, смотрите, сколько их много. Это ужас. Интересно, когда их много, так они, ну, клево смотрятся. Так 6,90 цена. Так, тут какие-то самые присоски. Так, а я вам вот сделал такой анонс по самам, а в этот раз как-то их и не так. В прошлый раз, ну реально тут разных было много. Ну вот какие-то коридорасы, вот цены. Такие нарядные, 24,90, 39,90. Но это какие-то такие, видимо, редкие самы. Коридорас С123, 10,90. Крупные такие. Да, было тогда намного больше разных самов. Вот таракатумы. Это ж таракатумы. Так, хотел сказать черный неон. Но, по-моему, не черный неон. Да, по коридорам я забежал наперед. Хотя сейчас пойдем в ту комнату еще, может там они. Вот интересные рыбки. Расцветка прикольная. Скалярии очень прикольные. Или это не скалярии, или это альтумы. Нет, вроде скалярии. Написано скалярии. Вот, это северные. Так, ну и очередная комната. Он должен, наверное, в темпе как-то это показывать. Не хочется и на серии разбивать, потому что раз не посмотрел и все, и забросил. Вот тут номерные самы какие-то прикольные. С таким синеватым отливом. Вот эти, которые маленькие. Я, конечно, не знаю, кто из них какие номера. Ну вот, посмотрите. Так, вон тоже звездные какие самы. L142, 69,90, 70 евро. L239, черные,
Вот эти тоже очень красивые. Такой золотой у них отлив. Очень красивый. L200. 50 евро всего лишь. Так, тут тоже коряшки всевозможные. Еще огромный аквариум. Тут вон такие динозавры живут. Не видно, отсвечивает все. Так. И это что-то нано-нано, ее даже не видно. Так, я так быстренько, может что-то есть интереснее. Надеюсь, не обидится, что я тут немножко и подсобное помещение показал. Вот какие-то корики, они реально большие. Вот Венесуэла Оранж рядом, они это не мальки в нормальном размере, а рядом, чтобы вот для сравнения, насколько большие. Наверное, это вот это они. Коридорос пульхер. Еще пистограммки. Рамирези Блю. Хорошие. «42 минуты». Капец. Уже добрался. Вот еще самы. Все-таки они, получается, видите, в другую комнату их перевезли. Тоже как для кориков, они, ну, реально раза в 4 больше привычного нам размера. Так, я смотрю, что тут просто не заканчивается помещение. Вот все эти интересные коридоросы. Вот классные эти коридорос Супер Голд. Супер Грин неоновый. В комментариях напишите, кто одолеет полностью это видео, это ролик. Мне реально будет интересно. Мне владелец еще изначально говорит, ну, я ему сказал 20 минут, он так хихикнул, типа, ну давай, говорит, тут много помещений. Я, получается, я вот когда первый раз был, я вот до того второго зала дошел, и дальше я не знал, что тут еще есть. А тут, оказывается, еще много. Декор. Вот большой аквариум. Ой, тут что-то такое. 999 евро. Это кто ж такие? Ларикарии какие-то. Ну, они сантиметров по 30. Вот лежит. Вот хвост у него на 160 начинается. И голова вот 190. Да, 30 сантиметров где-то. Так. И вот еще большая комната.
Слушайте, ну тут, конечно, вообще шикардос. Какие-то инопланетные рыбы. О, ну конечно. Дискусы. Ну это просто вот эти вообще... Ну это не передать красоту, конечно. Очень-очень красивые. Так, ну я все не могу успокоиться насчет длительности ролика. Еще совет такой, если кто-то не одолеет сразу, добавляйте в закладки себе в сохраненные, посмотреть позже. И за несколько разочков посмотрите. Вот коридорусы какие-то тоже интересные. 44 евро. Цена тоже интересная. Я просто даже не буду произносить, как они называются, чтобы не коверкать название. Циструсы звездные. Тоже такие сантиметров по 15. Ну и цена соответствующая. Так, ну я смотрю, что все, дальше ходов нету, это уже последняя комната. Тут и не во всех аквариумах кто-то есть. Геофагусы. 18,90. Ой, смотрите, какой красивый. С голубыми глазами. Еще огромный аквариум со скаляриями. Тоже такие вот удивительные. Ну, одно дело, когда там, да, аквариум на 100 литров, и там плавает пара скалярий. Ну, они не проявляют себя, всю свою красоту, грациозность. А тут, конечно, вот это очень завораживает. Объемы, конечно, аквариумов такие впечатляющие. Вообще супер. Не хочется прямо уходить от этого аквариума. Так, а тут что-то чаек заваренный. Наностомусы. Или нет.
Не, ну на Настомусе, да, вот и эпистограммки. Так, тут у нас кто? Коридорсы какие-то и варикария. Сейчас покажу, как называется. Возможно, это даже не просто варикария, но сейчас дойду до ценников. Вот, я так понимаю, что это вот это оно. Коридоросы. Так на скидку на Штербу похоже, но опять же размер у них внушительный. Как сторисомки какие-то, не? Или тоже лорики. Так, ну давайте еще немножко полюбуемся на Скалярий. И я хочу немножко вам объявление сделать. Если кто не обратил внимания, на канале появилась возможность оформлять спонсорство, там супер спасибо. Ну, короче, канал стал партнером YouTube, партнерская программа. И есть такая возможность от вас выразить свою какую-то поддержку канала в виде вот этого супер спасибо, там спонсорство. Там суммы небольшие, но опять же это такое дело очень-очень добровольное. Ни в коем случае, чтобы оно там никому не в ущерб было. У кого есть возможность, я буду, конечно, благодарен. Собственно говоря, вот будет легче осуществлять такого рода поездки. Было у меня в планах еще поехать на выставку в Чехию. Там и в Праге, и в Брно проходят выставки. Но туда как-то вроде как по расстоянию тоже не сильно далеко от меня, но намного дороже получается билет, нежели в Братиславу я ездил. Ну вот, у кого будет возможность, в частности, вот на такие цели, эти ваши, ну, назовем их там, донатики или как, благодарности, благотворительность, не знаю, будут направлены на вот эти реализацию этих задумок в аквариумной сугубо тематике, на развитие канала. Вот там тот же там микрофон надо купить, там еще что-то, ну такое. Короче, ну не лишние точно будут эти копеечки. Так что, у кого есть такая возможность, буду премного благодарен. Ну и все, наверное, давайте на этой картинке прощаться. Все, еще раз всем большущий привет. Спасибо, кто посмотрит до конца этот ролик. Надеюсь, было интересно. Это далеко не последний наш обзорчик будет подобного рода магазинов. Еще у нас все впереди. Все, подписывайтесь, кто не подписался, ставим лайки, комментарии. Все это способствует продвижению канала.
Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.